конце марта, начале апреля в Севилье довольно комфортная погода. Не жарко, как летом, когда температура здесь достигает 40 градусов. Приятно посидеть на солнышке на террасе кафе. Цветут магнолия и цитрусовые деревья, на ветвях которых еще остались лимоны и апельсины. Иногда с реки дует холодный ветер, так что приходится надевать куртку. Но вот эта девушка, например, уже успела до черна загореть. Севилья – очень популярный туристический город. Туристов много везде, а во время футбольных матчей к ним добавляются еще и шумные толпы болельщиков. В Севилье, может быть, тоже благодаря падким до зрелищ туристам, сохранилась традиция фламенко. Здесь масса магазинов, где можно купить длинные яркие платья с оборками, веера и прочую атрибутику. Школы фламенко и заведения, где устраивают шоу с танцами, в Севилье на каждом шагу. А вот парикмахерская «Севильский цирюльник» нам повстречалась только одна. Туристов еще привлекают вот такие модернистские конструкции в виде грибов-зонтиков. Интересно, что сделаны они из покрашенного белой краской финского дерева. Сверху на шляпках грибов есть пешеходные дорожки с видами на город, а в тени на площади под грибами устраивают различные мероприятия. Традиционная апрельская ярмарка в Севилье – большое событие для любителей корриды. В это время на легендарной королевской арене для боя быков демонстрируют свое искусство и смелость лучшие тореадоры. В этом бою не всегда побеждает человек. Тореадоры рискуют жизнью, и многие из них не раз попадали в больницу. Тореадор – очень редкая, опасная и весьма почитаемая в Испании профессия. Хорошие тореадоры заслуживают оваций, а лучших из них буквально носят на руках. И, как сказал один известный матадор, большинство противников корриды никогда на ней не бывали. Кафедральный собор Севильи – самый большой готический собор в мире, и именно здесь находится гробница Христофора Колумба. Мы построим храм, такой величественный и прекрасный, что наши потомки посчитают нас за сумасшедших. Так сказали церковные старейшины в 1401 году. И они сдержали свое слово. Собор настолько велик, что по длине занимает добрую половину трамвайной остановки. Великолепная колокольня собора Хиральда 100-метровой высоты возвышается над крышами города и является символом Севильи. Между прочим, Хиральде ни много ни мало 850 лет. В XII веке это был минарет арабской мечети, который затем превратили в колокольню и увенчали флюгером, олицетворяющим победу христианской веры. С вершины колокольни весь город виден как на ладони. Правда, желающих посмотреть обычно довольно много.
Внутри храма поражают высоченные своды и огромное пространство, способное вместить до 20 тысяч человек. В капеллах по периметру собора в относительном уединении покоятся важные церковные персоны. В одной из капелл вор вырезал из полотна фигуру святого, а после эмигрировал в Америку и там пытался ее продать. Картину узнал владелец галереи, дал за нее $50 и вернул испанскому посольству. Если присмотреться, на полотне заметен шов реставратора. А это, видимо, тоже реставратор, который трудится над пасхальной свечой. Овальная форма кабинета главы собора подчеркивает почетный статус человека, который его занимает. У президента Америки тоже есть овальный кабинет, но вот только нет такого купола. Вот она, знаменитая гробница Христофора Колумба. Вначале его похоронили в Севилье. Затем, по предсмертному желанию, перевезли его прах на Гаити, потом на Кубу, а в конце XIX века снова в Севилью. После всех этих путешествий возникает вопрос, а действительно ли Колумб находится в этом гробу? Тем более, что есть еще один мавзолей Колумба в Доминиканской республике, бывшем испанском Гаити. Это огромное железобетонное здание в форме креста, сооруженное на деньги латиноамериканских стран. Оно также играет роль маяка, свет от которого виден за десятки километров. Внутри, помимо музея, находится саркофаг, как утверждается, с останками Колумба. Однако доминиканские власти не разрешили провести тест ДНК, в то время как испанцы сделали этот анализ и доказали подлинность останков Колумба, находящихся в Севилье. Богатство внутреннего убранства собора поражает воображение. Это и огромный серебряный алтарь, и тонны золота, покрывающего резные деревянные фигуры самого большого в мире главного алтаря. Не говоря уже о золотой короне покровительницы Севильи, которую украшают 12 тысяч бриллиантов и огромная жемчужина в фигуре ангела. Большая часть всех этих сокровищ была награблена в испанских колониях. После открытия Америки в XVI-XVII веках Севилья обладала монополией на торговлю с Новым Светом. За это время в ее порту было выгружено свыше 18 тысяч тонн серебра и 200 тонн золота, с которых городские власти взимали 20% налог. А Севильский монетный двор бесперебойно чеканил золотые дублоны, на которых держался весь так называемый «золотой век Испании». По преданию, прибывающее золото хранилось в Золотой башне на берегу реки Гвадалквивир. Сейчас в Золотой башне находится морской музей, где в частности представлен макет Виктории, единственного уцелевшего корабля экспедиции Магеллана, которому удалось обогнуть земной шар и вернуться в Севилью. Ну а точная копия Виктории, повторившая это плавание 20 лет назад, стоит у причала рядом с башней и по-прежнему на ходу. Алькасар. Глядя на этот дворец со стороны роскошного, почти тропического сада, никогда не скажешь, что это резиденция испанского короля, скорее арабского эмира. В раннее Средневековье здесь существовало исламское государство, населенное маврами, и была крепость или замок, который так и назывался – Алькасар. В XIV веке, после того, как испанцы отвоевали Севилью, на месте старого Алькасара был построен новый. И судя по этим арабским орнаментам и ажурным лепным украшениям,
Мавританская культура сильно повлияла на архитектурные вкусы построившего его испанского короля. Сады Алькасара – это настоящий райский оазис. Они были посажены еще маврами и перепланированы во времена Ренессанса. Особенно прекрасны эти сады весной, когда здесь все цветет и пахнет. Площадь Испании была построена в 1929 году по случаю международной выставки. Нечто вроде испанской ВДНХ. Правда, в настоящее время выставки здесь нет, только туристы. Здесь можно покататься по каналу на лодке или взять карету, а галерею здания облюбовали уличные танцоры фламенко. По всей окружности фасада расположены 48 ниш с прекрасной плиточной мозаикой, на которой изображены самые значительные события в истории каждой испанской провинции. К площади Испании примыкает большой тенистый парк, заложенный одновременно со строительством площади, где можно гулять часами.